Приветствую всех у себя на канале «Занятия для души. Вязание с Натальей Волковой». Отдельный привет хочу передать спонсорам моего канала, а также донатам группы ВКонтакте. Мне очень приятно, что вы поддерживаете мое творчество. Итак, сегодня я вам хочу показать и рассказать, каким образом можно связать вот такой вот очень интересный, на мой взгляд, и красивый узор крючком. Работать я сегодня буду с итальянской бобинной пряжей, которая называется Одиссей. То есть вот таким вот образом выглядит эта пряжа с шикарным составом, с которым я ранее не работала. 64% кашемира и 36% хлопок. Достаточно тоненькая пряжа, 100 грамм, 1800 метров. Работать я буду в 4 ниточки вязать. Вот в частности этот образец я вязала в 4 нитки. Данную пряжу я приобретала в интернет-магазине итальянской стоковой пряжи по приятным ценам, недорогим, Бобинка Шоп. Совсем недавно я получила эту пряжу, подготовила на распаковочку по ссылке именно видео отдельное дополнительное. Обязательно оставлю ссылку в описании к данному видео, поэтому если вам будет интересно посмотреть или более подробно послушать про эту пряжу, то вы сможете ознакомиться с данным видео дополнительно. От себя хочу сказать, что с данным магазином Бобинка Шоп я работаю уже второй раз. В первый раз я приобретала летнюю пряжу сиреневого, очень красивого цвета, которая называлась Море. У нее в составе было 57% шелка и 43% хлопок. Из данной пряжи, из сиреневой, я уже подготовила отдельный подробный очень видео МК, как связать летнюю женскую нарядную кофточку спицами и крючком. Данный видео МК у меня уже выложен на канале, поэтому при желании вы сможете с данным видео ознакомиться дополнительно. Ну и также будут ссылочки в описании к данному видео именно на пряжу Море. Вдруг она вам также понравится. Итак, теперь более подробно мы с вами посмотрим на данный образец. То есть эту пряжу я тоже приобрела для того, чтобы потом в дальнейшем подготовить подробное видео МК на какую-нибудь красивую, интересную модельку. Планирую выполнить плечевое изделие, то есть это будет, скорее всего, что джемпер. И сейчас на данный момент я пробую эту пряжу именно в вязании, в образцах, точно так же, как и сиреневую пряжу. То есть я выполнила образец крючком, спицами, потом уже конкретно определилась, что я буду вязать. То есть здесь точно так же. Вот сейчас на данный момент я выполнила образец, связанный крючком, и чуть попозже я еще планирую подготовить видео МК какого-нибудь красивого, интересного узора спицами. И после этого я уже точно определюсь, какую я хочу вязать модель, спицами или крючком. И на эту модель у меня также будет подготовлен бесплатное видео МК, на канале будет далее выложен. Поэтому, если вы не подписаны, то обязательно подписывайтесь, кому интересно вязание. Теперь посмотрим более подробно на данный образец. Как я уже сказала, он связан крючком. Вот таким вот образом он выглядит, это лицевая часть, и вот таким вот образом он выглядит с изнаночной стороны. Не могу сказать, что прям очень сильно отличается узор, но с лицевой стороны он, на мой взгляд, выглядит немножко все-таки более опрятно. Необычный дизайн, думаю, прекрасно подойдет для каких-либо изделий, кардиганов, можно, пледиков детских, там, думаю, во многих абсолютно можно использовать и работах вот этот узор, можно даже и сумочку какую-нибудь летнюю связать. То есть это уже чисто на ваше усмотрение. Так как я уже сказала, вязать я буду в 4 нити. Крючочек у меня при этом, это троечка крючок, значит, раппорт узора, он состоит из 5 петель, вот один раппорт узора, поэтому для начала вам необходимо набрать цепочку из воздушных петель кратно 5 плюс 1 дополнительная нить и провязать один ряд обычными столбиками с накидом в каждую петельку. То есть это я уже не буду вам показывать дополнительно. То есть в каждую
петлю цепочки из воздушных петель необходимо провязать по одному столбику с накидом. И далее мы начнем вязать следующий, это второй получается ряд. Итак, вы сделали набор цепочку из воздушных петель кратно 5, плюс 1 дополнительная петля. Далее провязали, вот получается у вас таким вот образом начальный первый ряд столбики с накидом, после чего я провязываю 3 воздушные петли, 1, 2, 3, поворачиваю работу. И через одну петельку, вот сюда вот во вторую петлю, я вяжу следующим образом. Делаю накид, провязываю в петельку первую один раз, потом вот таким вот образом провязываю второй раз вместе с накидом и третий раз я провязываю. Далее еще раз мы провязываем один столбик с накидом по принципу, как я вам показала. И третий раз провязываем. Один, два и 3. После чего поворачиваем работу вот таким вот образом и провязываем как бы 5, делаем обвитий вокруг вот этих вот 3 столбиков с накидом, что мы вязали. 1, 2, 3, 4 и 5. При этом не затягивая полотно. То есть вот так вот у вас должно получиться. 5 раз мы сделали накид и обвитие сделали вокруг этих 3 столбиков с накидом. После чего в следующую петельку я провязываю вот таким вот образом. И далее мы провязываем абсолютно все петельки. Вот. Следующую петлю провязываем цепочку из воздушных петель. 1, 2 и 3. Вот у нас получился первый элемент. Далее мы с вами делаем повтор. То есть 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Поворачиваем работу и захватывать будем опять же только 3 этих столбика с накидом. То есть вот эту вот цепочку мы не трогаем. Провязываем 5, делаем как бы обвитий. 1, 2, 3, 4 и 5. 5 раз сделали обвитие. Следующую петлю провязываем, петельку вытягиваем и сразу потом все петли провязываем. Вот так. И цепочка из воздушных петель у нас. То есть вот я с вами провязала, получается, 2 раппорта узора. По такому принципу довязываем до конца ряда. Итак, вот я довязала практически до конца ряда. То есть мы с вами провязали первые вот 2 раппорта узора. И далее я еще провязала 4 раппорта узора. По принципу, как вам показывала, в принципе, здесь ничего не менялось абсолютно. Последнее, что необходимо мне сделать, это провязать цепочку из 2 воздушных петель и закрытие. То есть вот закончили мы ряд. Далее делаем 3 воздушные петли для подъема, поворачиваем работу и вяжем второй ряд. Данный узор, он состоит буквально из 2 рядов, несложный. Следующим образом в каждую петельку мы с вами провязываем по одному столбику с накидом. То есть в каждую петлю предыдущего ряда абсолютно
обычным способом столбики с накидом. Вот так вот. По такому принципу я довязываю до конца ряда. Вот. Итак, я довязала уже до конца второй изнаночный ряд, и последний, буквально столбик последний с накидом, я провяжу вот в эту крайнюю петельку. После этого поворачиваем работу и начинаем повтор именно работы узора, как я вам показывала. То есть делаем 3 воздушные петли для подъема и начинаем повтор вот этого ряда, который я вам показала. От себя хочу сказать, что данная пряжа, как она вяжется именно крючком, она мне очень понравилась. Полотно тактильно мягкое, не жесткое, потому что здесь все-таки узор связанный крючком, плюс еще идут здесь уплотнения за счет вот этих элементов. Но я не могу сказать, что пряжа она как бы жесткая, то есть тактильно она действительно очень и очень приятная. Ну, конечно, в принципе, кто работал с кашемиром, я ранее работала с пряжей с кашемиром, но единственное, что в меньшем соотношении процентном, то есть тот знает, что, как правило, эта пряжа очень-очень мягкая, не колется и очень тактильно приятная. То есть вот эта пряжа мне очень понравилась. Далее, соответственно, я еще попробую что-нибудь связать спицами, покажу вам именно узор спицами, как связан. После этого я буду уже определяться с окончательной моделью, которую я буду вязать и на которую буду вам показывать видео МК. Ну а кому понравилась пряжа, обязательно не забываем, что в описании к данному видео будет ссылка непосредственно на сам интернет-магазин Бобинка Шоп, с которым я работаю уже не первый раз и который мне очень нравится именно по качеству материалов, по быстроте обслуживания и по многим другим параметрам. Также будет вам предоставлена ссылка непосредственно на вот эту вот пряжу Одиссей, на распаковку посылочки, вдруг кто-то захочет более подробно послушать об этой пряже. Ну и не забываем также про сиреневую кофточку. Если вдруг вы ее не видели, то также при желании можете познакомиться с данным видео МК, а также посмотреть распаковку на пряжу море сиреневого цвета. Все ссылки будут в описании к данному видео, поэтому переходите и смотрите, кому это интересно. Ну а также напоминаю, что в конце этого видео я оставлю фото других своих работ. На все эти работы у меня уже подготовлено видео МК, поэтому досматриваем видео до конца, вдруг вам что-то также понравится. Итак, кому понравилось видео, обязательно ставим лайк, делимся данным видео со своими друзьями. Итак, до новых встреч!